Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 31 мая. Я очень извиняюсь, что не успел записать выпуск за вторник. Действительно не было времени, но зато сегодня в среду пишу выпуск не очень поздно, что, наверное, как-то компенсирует прошлую задержку. Хочу вам напомнить, что в комментариях к этому выпуску, который выходит в среду, вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 2 июня. Еще раз напоминаю, в комментариях к этому выпуску вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу, 2 июня. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Большое спасибо за понимание. Так, теперь перейдем к событиям. К событиям перейдем. Давайте начнем с событий вчерашнего дня, с налета дронов, или вернее беспилотных летательных аппаратов на Москву и регион. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что это, конечно, была демонстрация возможностей. Это чистая правда. Потому что мы знаем, что ни в одном из этих беспилотных летательных аппаратов в результате не было приведено в действие взрывное устройство, которое было на борту некоторых из этих летательных аппаратов. Мы знаем, что это были летательные аппараты разных производителей и разных конфигураций. Знаем, что не были поражены, да и, видимо, не было никаких четких целей поражения объектов для этих летательных аппаратов, потому что те аппараты, которые не удалось сбить, просто окружили над Москвой, просто окружили абсолютно бесцельно, пока по данным, по крайней мере, которые предоставляют Владимиру Путину, часть из них просто не упала, а часть удалось наконец перехватить, ну, либо сбив сигнал, либо уничтожив их с помощью ПВО. Надо сказать, что ПВО проявило себя не лучшим образом, о чем было доложено президенту России Владимиру Путину. И опять-таки стоит указать на то, что разные абсолютно данные дают военные, и те данные, которые доставляет для президента Патрушев, соответственно, Совбеза. Данные разные. По мнению военного ведомства, было чуть больше 30 беспилотных летательных аппаратов, а именно 32, и якобы удалось сбить 30. По мнению Патрушева, было аппаратов гораздо больше, более 40, и удалось тем или иным способом ликвидировать и порядка 30 штук. Но надо понимать, что даже более 25%, то есть, соответственно, если больше 40 летательных аппаратов было использовано, а сбили всего около 30, то, соответственно, менее 75% результативность ПВО. Результативность ПВО и средств перехвата. Такой достаточно скромный результат для того, по крайней мере, для тех данных необъективных, которым гордилось нынешнее российское руководство. Говорили, что в России самое лучшее ПВО в мире, что еще советских времен было, и в Советском Союзе было самое лучшее ПВО, и вот Россия, как правопреемник Советского Союза, вышла на супер достижения в плане создания ПВО, и вот российские ПВО якобы лучшие в мире, и муха не прилетит, всех перехватят. А нет. Мы видим, что столица России подверглась такому очень интересному налету. Еще раз повторяю, скорее всего, имела место демонстрация возможностей, имел место тест-драйв, я так грубо говорю, тест-драйв летательных аппаратов, проверялось, какие аппараты лучше преодолевают системы ПВО и системы перехвата.
и, вероятно, были сделаны выводы. Совбез, то есть Николай Патрушев, сказал Путину, что в случае, если бы те силы, которые демонстрировали свои возможности, решили нанести действительно массированный удар с помощью беспилотных летательных аппаратов, то это была бы катастрофа. Это была бы катастрофа, но Путин предпочитает другие мнения принимать к рассуждению. Но в этом плане ничего особо сделать нельзя, пускай принимает те решения, которые принимает, вернее, он остается в плане принятия решений в ступоре, примерно в таком же, в котором был совсем недавно в плане здоровья, когда напрягают его со всех сторон. Это верно абсолютно можно предположить, что президент не будет принимать никаких решений. Как только на него идет давление с любой стороны, он понимает, и он как устрица прячется в своей ракушке и не выглядывает оттуда, пока сам не придет с собой в равновесие и не решит, что ему что на него уже никто не влияет, и он может выносить какие-то решения. Так, ну давайте эту тему считаем, что уже обсудили, тем более, что это дело уже минувшего дня. А то, что касается сегодня, Путин отказался участвовать в встрече в формате ШОС, которая должна была состояться, вернее, и состоится, вероятно, уже без Путина, по крайней мере, без личного участия Путина в 4 июля, если мне не изменяет память. На церемонию инаугурации Эрдогана также Путин не полетит. Ну, здесь долго разглагольствовать смысла нет. Те наши зрители, уважаемые слушатели, которые постоянно нас смотрят, слушают и читают, прекрасно знают, что президент отвратительное здоровье, плюс президент отъявленный. Ну, то, что негодяй, это понятно, он еще и трус, которых еще надо поискать, как раз, как бы двусмысленно это ни звучало. Трус, каких мало. Он, конечно, вполне реально и вполне серьезно представляет возможности Международного уголовного суда. И, конечно, никакой дипломатический иммунитет для него, по его мнению, опять-таки, не спасение. Конечно, он боится угодить за решетку, боится угодить в руки Международного уголовного суда. Ну, плюс ко всему прочему, основной параметр, по которому он и так бы отказался от участия в подобных мероприятиях, это состояние здоровья. Мы уже говорили и с вами совсем недавно обсуждали, что у него было довольно серьезное обострение. Временами он впадает в ступор. Ну и представьте, если это произойдет во время международного визита. Ну, там проблем не оберешься потом. Что касается поездок, мы опять-таки анонсировали совсем недавно, что ни на какие саммиты БРИКС, ни на какие саммиты ШОС, никакие международные поездки для него сейчас не актуальны. Совсем недавно мы об этом с вами говорили, и вот сейчас официально, по крайней мере, источники уже это подтверждают. Может ли в последний момент он решить послать вместо себя двойника? Ну, теоретически, конечно, это возможно, но опять-таки мы с вами прекрасно понимаем, что участие двойника и разоблачение совершенно случайно, ну, либо специальное разоблачение двойника, это, конечно, будет скандал на весь мир, и навряд ли президент России Владимир Путин решится на такую подставу, в том числе для себя. Вы уж извините меня за сленг. Так, есть, конечно, еще темы, но мы частично темы обсудим еще завтра в нашем утреннем материале в телеграм-канале Генерал СВР, на который я вам предлагаю подписаться. Те, кто еще не подписан, также предлагаю подписаться на этот наш YouTube-канал, на котором вы смотрите и слушаете наши ролики. Я смотрю, что более 60% тех людей, которые просматривают наши материалы, не подписаны на наш канал. Подписывайтесь.
и помогайте нам с распространением наших эфиров. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и в комментариях, конечно же, к сегодняшнему ролику вы пишите свои вопросы, на которые я отвечу уже в пятницу 2 июня. Весна заканчивается, можно сказать, что уже закончилась, наступает лето. Лето будет жарким во всех смыслах. Перемены близко. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Всего доброго, до свидания.